друзья! Привет! Новый год неумолимо приближается, и настало время приготовить горячее блюдо, которое займет достойное место на праздничном столе. И мы решили приготовить сегодня запеченную в духовке индейку. Индейка нам досталась не крупная, всего 3 кило, можно сказать, индейка бэйби. Но зато это нам сильно сэкономит время на приготовлении. Мясо индейки суховатое, и для того, чтобы оно было сочным, обычно индейку закладывают почти на сутки в маринад. Но мы вам покажем способ, который используют очень многие повара, и он не предусматривает такой длительной подготовки. Ну что, покажем? Поехали! Отрежем все лишнее, шкурку шеи и железу на гуске. Естественно, мы ее помыли и просушили. Индейка нам досталась чистенькая, но некоторые оставшиеся перышки мы удалим с помощью пинцета. К размягченному сливочному маслу добавляем цедру одного небольшого апельсина, чайную ложку паприки, столовую ложку лимонного сока, пол чайной ложки черного молотого перца, листики свежего тимьяна, 2 зубчика чеснока, столовую ложку без горки крупной соли и столовую ложку оливкового масла. И все это разминаем вилкой до однородности. Ароматное масло для смазки индейки готово. И самое главное, ее надо промаслить, умаслить, я бы даже сказала, изнутри, под кожей. Поскольку у меня ногти, и я боюсь порвать эту самую кожу, я эту ответственную операцию поручаю тебе. А я готов, видите, перчаточка, шапочка. Начинаем. Тихонечко так, нежненько, ласково проникаешь вглубь. Помогать тебе? Вот чуть-чуть придерживать. Давай. Главное не порвать кожу. И это, конечно, если порвется, ничего не страшно, но вид внешний будет слегка не такой праздничный. Теперь берешь прямо вот так вот кружочек, делаешь колобочек и под кожицу. Старайся как можно глубже промазать. Теперь вот распределяй сверху, вот так, по всей грудке. Смазывай изнутри, чтобы по всем стеночкам прямо распределить. А теперь давай вот всю индейку снаружи. Спинку, бока, ножки. Крылышки вначале вот так вот возьми, все смажь, а потом мы индейку опять сложим, чтобы она вот так вот лежала, как будто она отдыхает. Смазывай, смазывай крылышки. И вот так вот их заведи под спинку. Основную работу мы уже сделали. Все остальное духовка сделает за нас. 2 апельсинчика и лук нарезаем крупно. Закладываем их внутрь индейки и туда же отправляем 3 зубчика чеснока и несколько веточек тимьяна. Теперь, чтобы индейка сохранила форму и начинка не вывалилась при запекании, завяжем ножки индейки. На дно формы, где у нас будет запекаться индейка, положим нарезанными морковь, лук и томаты. Добавим 1 ароматный красный перчик и разбросаем несколько веточек тимьяна. Посолим, поперчим, брызнем слегка оливковым маслом. Закрываем овощи решеткой и кладем на эту решетку нашу подготовленную индейку.
время запекания зависит от веса. Говорят, что примерно на килограмм чистого веса индейки уходит минут 40. У нас с тобой 3 кило. Да, значит, выпекаться она должна где-то часа 2. Но сначала мы ее закроем фольгой, но так не плотно, чтобы создать купол, чтобы фольга не касалась индейки. Вот в таком домике она у нас будет находиться в духовке. Отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов, сначала на час. Час прошел, вытаскиваем индейку из духовки. Открываем фольгу кисточкой. О, аромат. Вот так вот мы берем эту жидкость соки, которую выделила наша индейка, и ее всю промасливаем еще раз, смазываем. Отправляем ее в духовку уже в открытом виде, без фольги, но температуру в духовке на 20 градусов делаем выше. Периодически каждые 15-20 минут достаем из духовки и смазываем нашу индейку вытекшим жиром. Мы нашу индейку уже 3 раза доставали из духовки, смазывали и отправляли обратно. Как я уже говорил, время запекания индейки рассчитывается примерно 35-40 минут на килограмм веса. То есть в нашем случае это 2 часа. И вот эти 2 часа уже приближаются. Мы на последнем этапе, можно сказать. Но чтобы индейку не пересушить и в то же время она внутри пропеклась, нужно достичь определенной температуры. Считается, что оптимальная это 70-75 градусов. Лучше, конечно, это сделать с помощью термометра. Вот такой, как у нас, который состоит из щупа и электронной части. Вставляем щуп в индейку, электронная часть остается снаружи, и мы все контролируем. Вставляем щуп в самую толстую часть мякоти индейки. Температура внутри индейки достигла 74 градусов. Значит, она уже полностью пропеклась и пора ее вытаскивать. Переложим индейку на блюдо и дадим ей отдохнуть как минимум час. Пока индейка отдыхает, приготовим гарнир и соус. В качестве гарнира мы сделаем запеченный картофель и для аромата добавим айву. Посолим, поперчим, добавим ароматного орегано и сбрызнем растительным маслом. Добавим еще сока от нашей индейки, побрызгаем картошку и уберем в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 40. А вот и румяная картошечка к нашей румяной индейке. А теперь приготовим соус. Вытащим веточки тимьяна из наших овощей. Всю эту красоту перекладываем в блендер. Сливаем весь сок и пробиваем в блендере. Чтобы масса была более однородной и шелковистой, протрем ее через сито. Добавим сок от одного апельсина. На среднем огне, постоянно помешивая, доводим до кипения. Все, соус наш готов. Индейка наша отдохнула, можно порезать и попробовать. Видите, друзья, какая она сочная и мягкая получилась.
попробуем, какая индейка получилась на вкус. На вид она получилась отменная. Сейчас я тебе дам все попробовать. Я тебе все сейчас нарежу, порежу и в ротик положу. Попробуй. Картошечка. Ароматная, нежная, сочная и пикантная, кстати. Неужели? За счет соуса, в который ты положила целиком перец через. Это была моя Попробуй. провокация. Ну как? Тает во рту. Ну просто шедевральная индейка. Очень вам рекомендуем порадовать себя такой птичкой. Ну что ж, дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом! Пусть у вас на столах всегда будет наивкуснейшая еда вам в удовольствии, но об ее ассортименте мы позаботимся. Так что подписывайтесь на наш канал. А те, кто уже подписан, оставайтесь с нами и в следующем году. С Новым годом!